подкаст «Поговорим» с Вероникой Никитенко. Живые беседы и ответы на все ваши вопросы. Слушай, размышляй, подписывайся, открывай новые горизонты вместе с нами. Друзья, всем привет! Меня зовут Вероника Никитенко, и я приветствую вас на нашем подкасте «Поговорим». Сегодня мы будем погружаться в таинственные глубины женской души. Что заставляет прекрасную половину человечества с замиранием сердца мечтать о белоснежном подвенечном платье? Почему отсутствие заветного предложения может вызвать целую бурю эмоций у женщины? Сегодня мы будем обсуждать с вами тему «Белое платье» – сакральный зов женственности. Образ невесты, стоящий у алтаря в роскошном одеянии, это не просто символ брака. В каком-то смысле брак, безусловно, вернее, не сам брак, а церемония брака для женщины может превращаться в эдакое театральное действо, где она играет главную роль в своей жизни. Она – главная актриса в этом спектакле. Все внимание приковано к ней. Но помимо этого театрального действа, которое для многих людей, к сожалению, просто становится действительно неким театральным атрибутом, потому что свадьба случилась, а брак распался очень быстро. Но все-таки, тем не менее, когда мы говорим о браке, брак для женщины воплощает глубинную потребность в принятии, глубинную потребность в защите и безусловной любви. Для любой женщины свадьба – это действительно ритуал. И вообще во все времена свадьба была древним ритуалом, который в давние века был не просто ритуалом, он в буквальном смысле был окутан магией и наполнен очень разными смыслами. Главная история всех этих смыслов так или иначе сводилась к теме инициации, символической инициации взросления женщины, перехода в клан женщин, когда она обрезала свои красивые длинные косы, когда она приобщалась к быту и становилась в полном смысле этого слова хранительницей домашнего, так сказать, очага. Так вот, что же происходит, когда женщина ждет предложения, а оно все никак не поступает? Почему это ожидание для женщин становится мучительным? Сегодня наше путешествие пройдет очень тонко и аккуратно по лабиринтам женской психологии. Очень тонко и аккуратно – это для того, чтобы мы банально с вами не заблудились, потому что в женской психологии разобраться очень сложно, в мужской тоже. Но женщина – существо уникальное, да, у нее мозг – это такая вот большая машина под названием «Имаджинариум» доктора Парнаса. Кто смотрел этот фильм, круто, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Поэтому сегодня мы поговорим немножечко и о культурных традициях, поговорим о философских воззрениях и попробуем понять, почему для женщин так важен брак. Не переключайтесь. С вами снова Вероника Никитенко, и мы продолжаем. С давних пор любой свадебный обряд служил не только неким юридическим оформлением союза какого-то конкретного мужчины и какой-то конкретной женщины, но прежде всего подтверждением нового социального статуса для женщины. Плюс, когда мы говорим о тех далеких временах, которые уже, к сожалению, почили и превратились в некотором смысле даже в пыль, может быть, веков, брак был не просто союзом, был союзом семей. Вот этот союз семей позволял не только двум этим людям создавать какую-то определенную ячейку общества, но еще и в некоторых случаях получать какие-то преференции от объединения одной семьи с другой. Если это были богатые состоятельные семьи, то когда они объединялись, от этого выигрывали всем, потому что одна семья получала ресурсы другой семьи, и то же самое действовало в обратном направлении. В общем-то, когда мы говорим о браке в наших современных реалиях, у нас происходит, по сути, то же самое, когда речь идет о браках по расчету, потому что деньги к деньгам, как говорится, богатые женятся на богатых, богатые выходят замуж за богатых. Богатые имеется в виду и финансово, и, может быть, богатые не финансово, а какими-то другими ресурсами. Потому что эта традиционность аристократическая, она имеет место быть и сейчас, в наши времена, причем во всех странах, независимо эти страны находятся где-то
в Европе, в Азии, в Юго-Восточной Азии, да, там в России, где-то еще, так или иначе семьи объединяются. Если раньше в те времена, как правило, девочки подбирали мальчика, пока они еще были детьми, а мальчику подбирали девочку в качестве будущей жены, пока они еще были детьми, вот потом они встречались, и хорошо, если между ними вспыхивала какая-то любовь, но гораздо хуже было, если любви не было. И таких случаев было достаточно много, когда люди женились безо всякой любви. Поэтому тут, как говорится, кому-то повезло выиграть в лотерейку, а кому-то нет. Поэтому брак – это прежде всего действительно на самом деле объединение семей в настоящий момент времени, независимо от того, опять же повторюсь, какой статус материальный или социальный эти семьи имеют. Почему я говорю про объединение семей? Потому что надо понимать, что брак – это что? Это еще и деторождение. Понятное дело, что дети могут рождаться и вне брака, и это бывает, и нормально. Это нормально, ничего в этом нет. Но, тем не менее, все-таки объединение семьи есть, да, потому что у нас появляется ребенок, и этот ребенок должен какое-то параллельное время проводить и там, и там. В общем, такая запутанная очень история брачная, которая кажется на самом деле очень простой, но ни черта она не простая, простите. Потому что в ней присутствуют разные вещи, которые значимы для всех людей по-своему. Так вот, если мы окунаемся в эпохальную историю рождения брака, то надо сказать, что, в общем-то, очень многие находки археологов в свое время говорили о том, что даже в каких-то ранних поселениях, в каких-то первобытных обществах существовали различные ритуалы, связанные с заключением брака. И, наверное, вот эта вот страсть к пышным свадьбам, да, в Казахстане свадьба – это большое огромное событие, это огромное количество человек. Где-то там в арабских странах та же самая история. В Европе чуть меньше. То есть в каждой стране история ритуала брака проходит по-своему. Но тем не менее, в большинстве случаев свадьба рисуется в глазах людей как нечто очень яркое, очень пышное, очень запоминающееся, что-то такое, что подчеркнет не столько, может быть, даже важность события в некоторых случаях, сколько статус людей, которые женятся, или, может быть, не статус, а подчеркнет именно значимость самого события для людей, которые приняли решение вступить в брак. Когда-то в 2015 году американская группа Maroon 5 выпускала клип на свою песню под названием «Сахар», по-моему, если мне память не изменяет. Так вот, в этом клипе они тайно проходили на свадьбы, которые были реальными свадьбами в Нью-Йорке, и играли там концерт. То есть сначала их закрывали ширмой, и в тот момент, когда, хочется сказать, тамада-диджей, ведущий свадьбы, объявлял, что, значит, вот у нас тут специальные гости, эта ширма сбрасывалась, и показывали реакцию невесты, жениха и гостей на этих свадьбах. Это настолько было яркое зрелище, вот действительно, эта история таких свадеб запоминается навсегда. Поэтому здесь хочется сказать, что стремление к пышному торжеству, прежде всего, наверное, с точки зрения женской психологии, связано именно с моментом возникновения очень ярких эмоций. Как известно, яркие эмоции способствуют лучшему запоминанию чего бы то ни было. Да? Чем ярче ваши эмоции, тем лучше вы помните то, что с вами происходило в этот момент времени. Видимо, поэтому очень часто люди лучше всего запоминают какие-то трагичные события или какие-то яркие пиковые события. То есть, в общем, любые события, в которых присутствует какой-то душевный катарсис, потому что все же мы люди, как мы можем жить без душевного катарсиса? У нас всегда должен быть какой-то душевный катарсис, потому что чем больше эмоций, тем комфортнее мы себя чувствуем в этой жизни. Так вот, не только археологи, но и философы, и многие разные люди очень много вели дебатов на тему брака. И, в общем-то, философы говорят, что для человека и для человечества, в принципе, в целом, если анализировать историю,
любой брак, вообще любой союз олицетворяет, как правило, некие идеалы верности, он олицетворяет высшие идеалы единения душ, взаимных каких-то клятв. Это вообще моя самая любимая часть, кстати, свадеб. Именно клятвы, брачные клятвы. И вообще свадьбы для меня такая прекрасная история, что я хочу, чтобы у меня свадьба была каждый год, но в разных местах и в разных платьях, потому что белое платье – это прекрасно. Свадьба – это прекрасно, это превосходно. Можно не тратить космических денег на свадьбу, сделать что-то очень мелкое, уютное, но при этом что-то такое вот эфемерно-воздушное, запоминающееся. И это уже тоже будет очень классно. Потому что это останется в памяти. Не только в памяти женщины, которая выходит замуж, но еще и в памяти мужчины, которые женятся, но еще и в памяти людей, которые были на этой свадьбе. Сейчас мы не говорим о том, что некоторые браки, к сожалению, распадаются. Я хотела записать подкаст про расставание, но так и не смогла вчера это сделать, поэтому решила сегодня записать историю прежде всего про белые платья, а потом, может быть, мы поговорим про расставание. Так вот, Жан-Поль Сартр когда-то говорил о том, что любовь, вообще в принципе, любовь, какую представляет человек, это когда счастье другого человека становится дороже твоего собственного. То есть, по сути, если мы говорим о любви, если мы говорим о браке, если мужчина действительно любит женщину, то счастье этой конкретно отдельно взятой женщины для него становится выше, чем его собственные предрассудки против брака, чем его страхи, чем его травмы и что-то еще. Этот символический акт, который мужчина делает в виде предложения или готовности жениться на какой-то конкретной женщине, для нее несет огромный колоссальный смысл. И смысл это заключается в том, что когда женщина понимает, что этот мужчина выбрал ее в качестве жены, она понимает, что этот человек хочет с ней пройти от начала и до самого конца. То есть в каком-то смысле в ее голове в этот момент времени пролетают разные мысли, разные какие-то эмоции, состояния. Но самое важное, что она чувствует себя признанной. Это очень такой, как мне кажется, важный контекст для любой женщины. Как бы мы, женщины, не говорили: о, да на черта нам, зачем нам ваши свадьбы, а зачем нам этот штамп, а для чего это все. Тем не менее, когда женщине делают предложение, она чувствует себя так, как она никогда не будет чувствовать себя, будучи в гражданском так называемом браке, сожительстве, по сути, с каким-то конкретным мужчиной. При том, что для очень многих людей в некоторых случаях действительно сожительство становится единственной формой существования, потому что, к сожалению, иногда бывают такие ситуации, когда люди не могут вступить в юридический брак, даже если они очень этого хотят. Вот. Значит, что еще я хотела сказать, что вообще, когда мы говорим о психологической подоплеке, вот этой всей брачной истории для женщин, конечно же, эти наши мощные бессознательные связки построены таким образом, что как только мы вступаем в брак, как только мы официально регистрируем отношения, но мы, это имеется в виду женщины, у нас появляется ощущение абсолютной безопасности и покоя. Вот эта вот фраза, что после брака женщина успокаивается и перестает следить за собой, после брака успокаивается точно, потому что снимается один из факторов тревоги, что я потрачу на него такое количество времени, что он в итоге все равно убежит куда-то в другую сторону, да, и возникают какие-то другие задачи. Сейчас вот историю перестает следить за собой, убираем, потому что не всегда так бывает, да, ну и опять же, не все мужчины после брака тоже продолжают следить за собой. Давайте будем искренни друг с другом. Поэтому очень важно, мужчины, если вы прямо сейчас меня чувствуете и слышите вообще, почему я сказала чувствуете, но, видимо, вы должны, наверное, почувствовать то, что я хочу на самом деле сказать, потому что если это не почувствовать, невозможно будет понять, что хочет женщина на самом деле. Потому что для женщины брак – это гиперважная вещь, и это надо понимать и чувствовать. Вообще женщину надо чувствовать. Потому что если вы не чувствуете женщину, вы очень многих вещей лишаете себя.
А чтобы почувствовать женщину, нужно чувствовать самого себя, потому что умение чувствовать женщину зависит в том числе от вашей внутренней феминности, дорогие мои мужчины. Да, у вас тоже внутри есть женщина, она называется анима. Это такая вещь, которая отвечает за вашу эмоциональность и за все, что с этим связано. Вот, так вот, прочувствую. Когда женщина не понимает вообще, в принципе, нужна она или не нужна, что происходит с женщиной. Ощущение неопределенности и страха будущего подталкивает эмоциональную женщину, а все женщины эмоциональны, к очень сильным негативным переживаниям, действиям, поступкам, а в некоторых случаях даже каким-то, я не знаю, прям параноидальным состоянием. Бывает и такое. То есть, по сути, это как висеть на крючке у человека или вообще просто зависнуть где-то на дереве между небом и землей, и ты не понимаешь, что у тебя будет завтра и послезавтра. Опять же, здесь важно уточнить такую деталь и такой нюанс. Я, по-моему, уже говорила в прошлом подкасте о том, что у нас есть такое слово в психологии, такое понятие, называется конгруентность. Это когда мы говорим что-то, и мы делаем что-то, и человек, который говорит и делает что-то, мы на него смотрим, и у нас внутри появляется ощущение либо покоя, либо тревоги. Если мы понимаем, что слова человека полностью соответствуют движениям его тела, значит, у нас внутри все хорошо, потому что мы понимаем, что этот человек нас не обманывает. Но когда мы видим, что у нас есть какое-то несоответствие, а понять, какое именно несоответствие мы не можем до определенного момента, то это вызывает огромный колоссальный стресс у женщины. И не только у женщины, в принципе, и у мужчины та же самая происходит история, потому что все мы, по сути-то, люди одинаковые. Поэтому женщина начинает в какой-то момент времени бессознательно, неосознанно, скажу так, смотреть по сторонам и пытаться сверить свои ощущения с тем, что происходит вот там на улице, да, а как у других людей, а что есть у них там. И здесь очень важно понимать, что не только какие-то внутренние предпосылки вынуждают женщину тревожиться и так далее. Да, у нас еще есть какие-то культурные нормы, социальные установки определенного рода, и есть какие-то семейные сценарии, то есть давление семьи в некотором случае. Понятное дело, что мир стремительно меняется, понятное дело, что у нас там поколения были там миллениалы, да, потом были у нас зумеры, и сейчас какое-то другое появляется, и поколение X там у нас было. И многие люди, пока еще молодые, отказываются от брака вполне себе целенаправленно. Да, якобы, что там париться, зачем жениться, и так хорошо. И на самом деле нужно понимать, что отказ от брака, по сути, происходит только по двум причинам. Первая причина – ты мне не подходишь. А вторая причина – я не хочу ответственности, я не хочу обязательств. Потому что все-таки форма сожительства предполагает, во всяком случае для мужчины так точно, некую свободу телодвижений. То есть мы вроде в браке, а вроде нет. То есть так как мы официально не в браке, я чувствую себя свободным. Да, у нас могут быть совместные дети, у нас могут быть какие-то обязательства финансовые, но тем не менее. Нет внутри ощущения у мужчины, что вот эта конкретная женщина ему нужна. Но это я забежала прям совсем вперед, да. Поэтому что же символизирует вообще платье само по себе, да? Давайте продолжать. Сейчас уходим на короткую музыкальную паузу под названием «Реклама», а потом возвращайтесь к нам снова, и мы будем говорить об очень важных вещах. Будем говорить о том, что же у нас все-таки за история такая-то про брак, да. Прежде чем убежим сейчас на рекламу, я скажу, что один из самых известных историков моды, Валерий Стил, в одном из своих интервью говорила о том, что свадебное платье для женщины – это вообще один из самых важных символических нарядов. Именно поэтому все известные дома моды заканчивают свои крупнейшие показы именно свадебным платьем, потому что именно свадебное платье, вышедшее из-под рук кутюрье,
и является в каком-то смысле венцом творения этой коллекции. И поэтому, вспомните, была прекрасная, чудесная Вера Вонг, какие бешеные платья у нее были. Бешеные в хорошем смысле этого слова и по ценам, и вообще потому, что они себя представляли. Это же неописуемая просто красота. Поэтому я понимаю, как женщина, у меня вон висит свадебное платье Бэдли Мишка, которое я когда-то мечтала себе купить. И это самая прекрасная вещь, которая может быть в жизни женщины. Свадебное платье. Поэтому, если вы еще не вышли замуж, надо пойти померить свадебное платье. Мы уходим на рекламу, не переключайтесь. Можно быть полностью довольным своей жизнью. Можно искать себя, можно искать кого-то другого. А можно остановиться и послушать нашу трансгрессивную медитацию и полностью снять все накопившееся напряжение. Хочешь быть счастливым? Будь им. Хочешь узнать о себе что-то новое? Развивай свое образное мышление вместе с нашими медитациями. Это полноценное звуковое путешествие в Марианскую впадину твоего «Я». Ты найдешь там умиротворение, релаксацию, инсайты и многое другое. Выбери медитацию на свой вкус или закажи индивидуальную только для себя. С вами снова Вероника Никитенко, и мы продолжаем. Итак, мы закончили с вами о свадебных платьях. Да? Мы говорили о цитате историка моды Валерии Стил о том, что свадебное платье – это один из самых символически важных нарядов для женщины. Но и в сущности, если говорить про одежду, то надо сказать, что все девочки без исключения, одеваются только для других девочек, но никак не для мальчиков. Потому что если бы девочки хотели одеваться для мальчиков, наверное, они бы вообще ходили без одежды или ходили бы в какой-то очень специальной, специфической одежде. Но когда мы говорим о свадебном платье, то свадебное платье – это очень большой знаковый момент и знаковый символ для женщины, который она надевает прежде всего для себя. Это единственное платье, которое носит в себе очень глубокий философский смысл, наделяющий женщину пониманием того, что она любима. Потому что когда в вашем платье вы чувствуете себя хорошо и комфортно, когда это платье было надето вами не потому, что захотели вы, а потому что вам предложил это сделать мужчина, причем предложил сделать без вашего давления, предложил сделать это не потому, что вы очень сильно хотите выйти замуж, а потому что он действительно любит вас, потому что он действительно хочет быть с вами. Это невероятно грандиозный момент в жизни каждой женщины, абсолютно каждой. И очень важно, что предложение руки и сердца тоже имеет какие-то определенные свои нормы и параметры. Да? Можно классно, конечно, прожить вместе 10 лет и через 10 лет пойти и зарегистрировать брак, но гораздо круче, когда вы познакомились, какое-то время повстречались, узнали друг друга, поняли, кто что из себя представляет, и поженились. Не потому что, повторюсь, так сложились обстоятельства или женщина манипуляциями или прочим давлением вынудила мужчину жениться, а потому что я захотел сам. Так вот, собственно, невозможно сказать, что в современном мире вообще любые брачные ритуалы под названием брак гарантирует женщине какую-то вообще стабильность. Понятное дело, что эта стабильность так или иначе присутствует, потому что когда вы в браке, если с вами что-то вдруг происходит, то вы, как женщина, гарантируете себе, по крайней мере, какую-то плюс-минус стабильности после этого брака. Потому что у вас есть совместно нажитое имущество, у вас есть разделение каких-то прав и обязанностей по воспитанию ваших детей и куча других вещей. Так вот, если говорить о том, почему мужчины в современном мире стараются как можно чаще избежать бракосочетания, это происходит как раз по тем причинам, что для мужчины
в большинстве случаев брак несет серьезную финансовую нагрузку. Да? Везде, в любой западной стране мира, женщина после бракоразводного процесса может претендовать на алименты от бывшего своего мужа, причем не на алименты для детей, потому что алименты для детей – это будет отдельная история. Она может претендовать на алименты на свое собственное содержание, особенно если она не работала, а все свое время посвящала семье и детям. В странах постсоветского пространства такой случай не проходит. В странах постсоветского пространства, даже если вы не работаете, ни на что вы претендовать не можете, только если вы не человек, который вообще не может работать в силу состояния своего здоровья или в силу того, что у вас грудной ребенок на руках, и вы не можете работать по этой причине. Почему я говорю сейчас о такой неприятной вещи, как бракоразводный процесс? Потому что для некоторых мужчин травмирующие истории прошлых браков оказывают очень сильное влияние на возможность вступить в брак новый. То есть, вспоминая предыдущие какие-то свои трагедии, мужчина может не хотеть снова обременять себя семейными отношениями, потому что он не хочет в случае чего проходить снова через эту неприятную процедуру бракоразводного процесса, опять терять какое-то свое имущество. А в моей практике есть достаточно большое количество клиентов, мужчин, которые после бракоразводного процесса потеряли в буквальном смысле вообще все. Потеряли все не потому, что жены у них бывшие отсудили что-то. Некоторые мужчины по доброй воле оставили все и ушли с многомиллионными там долгами по бизнесу и прочее. Но все-таки, когда мы говорим о браке, да, нужно иногда задумываться еще о том, что иногда бывают такие ситуации, когда случается развод. И это очень важный факт, который должен и женщине, и мужчине, наверное, давать повод еще раз подумать, того ли человека вы выбрали. Потому что жениться с мыслями о разводе, конечно, не очень хорошая идея, потому как если пока вы женитесь или если вы не хотите жениться, потому что вы думаете, что вы можете развестись с этим человеком, это, наверное, еще один повод задуматься о том, что действительно, насколько же сильны наши чувства друг к другу, насколько они искренни. Можем ли мы долгое время действительно прожить какую-то счастливую жизнь? Или все-таки это для нас большая какая-то проблема? Ну так вот, понятное дело, что вообще на самом деле существуют разные причины, по которым мужчины не торопятся с предложением руки и сердца. Да? У кого-то проблемы финансовые, у кого-то действительно брак ассоциируется с абсолютной тотальной утратой свободы, с какой-то нечеловеческой ответственностью. Но бывают такие случаи, таких случаев на самом деле очень много, когда мужчина вообще не готов к браку, абсолютно, исключительно из-за своей незрелости психологической. И в этом случае, когда женщина оказывается в ситуации, где она ждет этого предложения, а мужчина его все еще не делает, имеет смысл подумать, может быть, обговорить какие-то конкретные мотивы такого поведения и принимать для себя решение. Вы будете продолжать ждать, или все-таки вы считаете, что это долгое ожидание для вас оказалось уже таким достаточным, чтобы вы поняли, что вам делать дальше? Но опять же, когда я говорю об ожиданиях, я говорю прежде всего о тех людях, которые вместе не живут, которые просто встречаются. Потому что любой мужчина, ну вот я хотела сказать, может быть, даже не любой, там практически каждый второй, третий, но нет, любой. У всех мужчин, у которых я спрашивала, как быстро вы принимаете решение о женитьбе, все они без исключения, по сути, сводятся к одному. Как только я понял, что это та женщина, с которой бы я хотел находиться, я готов сделать ей предложение в течение ближайших 6 месяцев, ну, может быть, до года. Если у меня нет такого чувства, если я чувствую, что я могу встретить кого-то еще, кого-то более подходящего,
то ни о каком предложении руки и сердца, в общем-то, идти речи не будет. Потому что это не то, что я хотел бы сделать. Поэтому здесь очень важно понимать, что, с одной стороны, женщины испытывают колоссальное социальное давление, да, социальное давление со стороны семьи, социальное давление со стороны своих подруг, собственное какое-то психологическое давление, потому что в большинстве случаев все-таки считается, в большинстве обществ, вернее, что для брака существует какая-то определенная возрастная норма, какой-то возрастной критерий, когда мы должны вступить в брак, может быть, родить детей, если у нас их еще нет. И если не наступает этого брака, если какие-то есть другие проблемы, значит, эта женщина может превращаться в какую-то очень такую своеобразную особу, на которую надо посмотреть повнимательнее. Конечно, сейчас в современном мире все это выглядит несколько иначе, и вроде бы как все говорят о том, что, как говорится, бедность не порок, да, отсутствие замужества не порок в том числе. Но на самом деле любая женщина точно для себя знает, если она встречает мужчину уже в каком-то таком сознательном возрасте, который ни разу к тому моменту не имел серьезных длительных отношений или не был женат, что с этим человеком что-то не так. Вот это объективный такой очень важный критерий, который любая женщина, безусловно, учитывает. Потому что если до сих пор этот человек такой хороший, прекрасный, его никто не взял себе, значит, что-то с ним не так. И в какой-то момент времени, возможно, некоторые мужчины думают точно так же о женщине. Вот если она такая хорошая, прекрасная, и вот она до сих пор одна, у нее никого нет, значит, может быть, что-то с ней там тоже какое-то есть не так. Это условные примеры, потому что наш технологически прогрессивный мир идет семимильными шагами вообще сейчас к развалу традиционного института семьи. Потому что, будем так говорить, мировому правительству невыгодны счастливые люди. Мировому правительству выгодны несчастные люди, потому что несчастными людьми легче и проще управлять. Поэтому в каком-то смысле история про брак с точки зрения социального давления выглядит сейчас таким образом, что она прежде всего подкашивает собственную самооценку и чувство душевного равновесия. То есть одно дело, когда ты просто живешь и наслаждаешься сам собой, у тебя нет никакого партнера, нет никакого мужчины. Ты счастливая, довольная своей жизнью женщина, и ты думаешь о том, да, я хотела бы, может быть, выйти замуж или встретить человека, который будет меня любить, но именно любить. А вот в тех случаях, когда нет такого человека, я буду наслаждаться собой. Это одна история. Но когда женщина находится в отношениях с мужчиной, и она понимает, чувствует и понимает, что на самом деле этот человек не выбирает ее именно как женщину, о которой он хотел бы заботиться и которую он хотел бы любить, то большинство женщин, конечно же, испытывает жуткую фрустрацию, потому что ты фактически становишься перед дилеммой. Тебе нужно оставаться там, тебе нужно продолжать все это, или все-таки тебе нужно принять решение какое-то волевое и расстаться с этим человеком. А если расстаться с этим человеком, здесь набатом сразу звучит: а правильно ли я поступаю? А вдруг что-то можно еще исправить? А вдруг я сейчас подожду, и он созреет? Да, конечно, вы можете подождать. Он может действительно созреть. Но это выглядит примерно в моих глазах, не только в моих, наверное, как история про такой вынужденный брак. Я женился на ней, потому что женился. Идет ли здесь речь о счастье? Даже в контексте белого красивого свадебного платья идет здесь ли речь о счастье? Когда факт брака состоялся, свадьба состоялась, мы повеселились, все круто, все классно. И вот все двери закрылись, гости разошлись, и мы остаемся наедине с собой, а у нас все равно ничего не получается хорошего. Я все так же периодически испытываю какое-то ощущение дискомфорта. Может быть, чувствую себя покинутой, может быть, что-то еще
Поэтому здесь маленькое предостережение. Как бы вам не хотелось выйти замуж, как бы вам не хотелось надеть белое платье, как бы вам не хотелось в том числе осчастливить свою женщину, если вы мужчина, пожалуйста, не надо вступать в брак, если вы не чувствуете искренней, взаимной потребности друг в друге. Иначе в противном случае вы себе причините больший вред, чем если бы вы сделали это по любви, как говорится. Потому что для чего женщине брак? Для женщины важна уверенность в своем завтра. Все-таки, как ни крути, мы живем в мире патриархата. Это завуалированный матриархат в каком-то смысле, но, тем не менее, все плюшки в этой жизни у нас достаются мужчинам, и именно от мужчины биологически женщина жаждет получить какую-то уверенность, что он готов разделить с ней эту жизнь, и что он готов в том числе разделить с ней эту ответственность за их совместное будущее. Потому что когда ты не чувствуешь, что мужчина готов, ты испытываешь страх отвержения. Ты боишься, что тебя рано или поздно отвергнут. Ты боишься, что рано или поздно все это сломается, а время упущено. А мужчина в любом возрасте может все, что захочет. А у женщины на брачном рынке ограничен временной ресурс. Нет, истории бывают разные. Люди находят друг друга и в 50, и в 70 лет. И все там хорошо и прекрасно. Но не хочется, чтобы люди тратили такое огромное количество времени просто на какое-то бессмысленное, бесполезное ожидание. Опять же, если говорить о каких-то глубинных психологических уровнях, то любой человек, независимо от его, опять же, половой идентификации, хочет чувствовать себя значимым для какого-то конкретного человека. Он хочет чувствовать себя любимым, он хочет чувствовать себя важным. А когда эти потребности, по сути, не удовлетворяются, то единственное, что они могут порождать, так это сомнения в своей собственной привлекательности, вообще сомнения в себе, опасения за свое завтра, стресс, бесконечное выяснение отношений, какие-то другие вещи. То есть вообще, в принципе, если мы разбираем конфликты между мужчинами и женщинами на этапе между долгим ожиданием брака и все-таки решением жениться нам или не жениться, мы приходим к тому, что все конфликты фактически порождаются только из-за неуверенности. Женщина не уверена в мужчине, мужчина не понимает, что тебе не хватает. Я же с тобой живу вместе, что тебе надо еще? А это так не работает, мальчики. Это работает по-другому. И в каком-то смысле, когда мы говорим о браке, ведь брак – это не просто история, которая важна для женщины в формате платья. Ведь подход к браку – это еще очень качественная характеристика мужчины, с которым вы сейчас имеете какой-то диалог или с которым вы собираетесь строить свою совместную жизнь, или, может быть, начали уже ее строить в формате совместного проживания. Ведь если ваш мужчина до сих пор так и не соизволил открыто, с чистой душой, с распростертым сердцем сказать тебе: милая, я люблю тебя, не могу без тебя жить, мы там 150 лет вместе, или, может быть, мы встречаемся какое-то время, давай жениться и так далее, то он в каком-то смысле становится совершенно ненадежным. Как можно полагаться на такого человека, который не может сделать такую малость? Сделать предложение своей любимой женщине и сделать ее своей женой. Да, чтобы она могла ходить и говорить гордо: это мой муж, а он мог ходить и гордо говорить: это моя жена. Вот он мой красивенький, вот она моя красивенькая, вот мы вместе. А что в нашей жизни важно и для мужчин, и для женщин? В равной степени, в принципе, для нормальных, зрелых психологически людей важна надежность. И понимание, что рядом с тобой человек, который не поменяет себя на кого-то другого, если с тобой что-то пойдет не так. Что ты выбрал себе в партнера человека, который будет с тобой при любых обстоятельствах, который будет о тебе заботиться. В далеком 2000, наверное, может быть, 2006-2007 году мне случайно в руки попалась книга какого-то скандинавского писателя.
Она была написана именно как документальная книга. И рассказывал автор, этот мужчина, о том, как его жена заболела раком. И вот всю книгу были страдания о том, как ему, бедному несчастному, не хватает секса. И вот у него жена умирает от рака, а он, значит, утром ездит к ней там или днем, а вечером едет искать себе секс. И все это вот так воодушевляло некоторых мужчин. Эта книга, типа, вот, там, молодец, не сломался. И точно так же она убивала женщин, которые читали эту книгу и понимали, с какими мужчинами они находятся в отношениях. Потому что если с ними что-то случится, их мужья будут поступать точно так же. В глобальном смысле большая часть этих браков была на самом деле совершенно случайной. По влюбленности, по страсти, потому что женщина хотела замуж, потому что мужчина вроде как хотел жениться тоже, потому что ему нужен был какой-то некоторым нужен был обслуживающий персонал, некоторым, хотелось тоже сыграть роль женатого такого патрона. Разные причины на самом деле. Но смысл брака в чем? Не в том, чтобы просто провести церемонию. Не просто женщина хочет выйти замуж для того, чтобы надеть это белое платье, а потому что свадьба – это именно клятвы, церемония. Это олицетворение верности, олицетворение преданности. Это олицетворение какой-то глубинной женственности, чистоты. И, видимо, поэтому белое платье настолько сильно меняет жизнь многих людей, и многих мужчин в частности. Когда их невеста в белом платье, для кого-то уже, в общем-то, гражданская жена, воспринимается просто как женщина, которая надела белое платье и всего лишь. Да? То есть никакой сакральной вещи в этом нет. Нельзя, кстати, обвинять мужчин в том, что большинство мужчин вообще, в принципе, не разбирается в теме вот такого вот классического женского мистицизма, символизма, мифологии и так далее. Потому что большинство мужчин действительно обладают таким мышлением достаточно плоским, поверхностным. Вот он видит ее в белом платье. Ну и что? И белое платье. Что, тебе легче стало, что ли, от этого платья? А есть мужчины, их мало, но они есть, которые смотрят на свою жену в белом платье и думают: боже мой, какая же ты у меня классная, какая ты у меня красивая. Как хорошо, как я счастлив, что я на тебе вообще женюсь, что ты моя жена. Вот к такому союзу и к такому браку нужно стремиться. Потому что именно в таком браке и в таком союзе вы точно и гарантированно будете всегда защищены, и вас будут любить, и вас будут обожать, и вас будут носить на руках, и в конечном итоге вся эта ваша мечта и сказка о белом платье, о красивой чувственной свадьбе, о чувственной любви действительно воплотится в реальность. Поэтому каждая женщина, надевая это белоснежное платье, совершает в буквальном смысле целый ритуал. Целый ритуал. Она в каком-то смысле получает для себя пропуск, открывает для себя проход в новый мир. В мир, где она сыграла эту роль инициатическую невесты. Ведь если мы говорим о философии, что такое у нас вообще в принципе невеста. Невеста у нас – это история про величайшую фигуру божественной невесты Шхины, которая спускается на нашу грешную землю, и только после этого на земле зарождается жизнь. Ведь на самом деле, если мы говорим о семейных традициях, если мы вообще говорим о браке и семье, это же настолько прекрасно. Это таинство, в буквальном смысле таинство жизни. Люди привыкли видеть себя только на бытовом уровне. Большинство людей привыкло видеть себя только на бытовом уровне. Мужчины воспринимают женщин как бытовое нечто, да? Женщины воспринимают как бытовое нечто мужчин. И никто не задумывается о том, что, в принципе, если вы все-таки дошли к этому свадебному платью, если вы его надели,
Если вы потом его сняли, то вы можете из этого свадебного платья превратить целое действие, сделать из него волшебное. Да? То есть каждый свой совместный день, семейный, наделяясь какими-то очень приятными вещами, какими-то милыми знаками внимания, чем-то еще. Ведь для чего нам нужна свадьба? Для чего женщине, опять же, нужно платье? Да? Давайте еще раз. Для чего женщине нужно платье белое, свадебное? Не только для того, чтобы она почувствовала, что ее выбрали, а прежде всего для того, чтобы она почувствовала, что эта привязанность есть. Она присутствует. Уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь. Любовь – это бесплатный продукт, созданный корпорацией под названием «Жизнь». Воспользуйтесь этим продуктом. Ищите своего человека. Не соглашайтесь на суррогаты и будете по-настоящему счастливы. С вами снова Вероника Никитенко, и мы продолжаем наше чудесное путешествие под названием «Свадебное платье». Так вот, свадебное платье. Свадебное платье – это мечта девочки хоть раз побыть принцессой. Это мечта девочки из любого мира на самом деле, потому что все мы родом из детства, у мальчиков свои мечты, у девочек свои. В обычной жизни девочкам не принято было носить красивые платья, какие-то такие пышные очень. Да и вообще по сей день мало кто из женщин позволяет себе купить платье какое-то такое вот более выразительное, чем простое платье коктейльное или платье-футляр. Поэтому женщина хочет получить невыразимое удовольствие от осознания того, что это чудесная, обволакивающая белая история, в которую она облачается, выходя к алтарю, в буквальном смысле дает ей ощущение почвы под ногами. Потому что многие женщины никогда не скажут об этом мужчинам и редко делятся этим даже со своими психоаналитиками, но когда речь касается о том, что вот какая-то женщина долгое время встречается с мужчиной или уже живет с ним долгое время, и все, они никак не женятся, а кто-то из ее подруг вдруг выходит замуж, это вызывает прежде всего, наверное, чувство какого-то стыда, что вот что-то со мной не так, со мной что-то не так. Я вот с этим человеком нахожусь в отношениях, а до сих пор у нас ни туды и ни сюды. Ничего не происходит. Это приводит к очень жуткому состоянию, когда начинают портиться отношения не только с мужчиной, с которым женщина состоит в отношениях, но и с подругой, которая вышла замуж. Потому что в этот момент времени, опять же, женщина должна остановиться и подумать, если такая ситуация происходит, почему? Почему она до сих пор с ним? Опять же, надо сказать, ведь бывают такие случаи, когда распадаются браки буквально на свадьбах. Еще мы прямо-таки не поженились, а уже разошлись. Нашумевший случай последних нескольких дней в Казахстане, в Астане. Чудесный молодой человек, его бросила невеста буквально перед свадьбой. Он решил не отменять торжество, и он устроил классную свадьбу, как и планировал, для своих друзей, где были все его родственники, все его друзья. И это было очень клево. И очень клево, когда ты понимаешь, что если свадьба распалась прям в буквальном смысле у алтаря, хорошо, что это случилось сейчас, а не потом. Потому что действительно, если человек принял такое решение, наверное, это не тот человек. Но здесь, с другой стороны, включается парадокс. В одном из фильмов «Секс в большом городе» мистер Биг не приходит на свадьбу. И свадьба распадается, а потом выходит следующий сезон сериала, и там они уже 10 лет счастливо женаты. То есть сценаристы решили вместе с режиссером обыграть такую версию. Такие случаи действительно бывают, когда люди расстаются, а потом вдруг понимают, что это была коварная, ужасная ошибка, и они снова встречаются, они обсуждают какие-то проблемы, и все получается у них заново. Поэтому каждый случай индивидуален, каждый.
Но символизм белого платья для женщины важен чрезвычайно, потому что за ним кроется огромная вселенная, женская вселенная. И там разные смыслы, там совершенно разные чувства, там сокрыта такая бездна внутреннего мира, которая поднимает наверх огромное количество разных чувств и состояний. В конечном итоге дает женщине возможность почувствовать эмоции невыразимого счастья и какой-то гордости, может быть, и чувства превосходства. Потому что все зависит на самом деле, опять же, от цели женщины. Почему она хочет это сделать? Многие женщины хотят надеть это белое платье пресловутое исключительно для того, чтобы не упасть в грязь лицом перед теми, кто уже, опять же, в этом платье ходит. И это не очень хороший фактор для создания счастливого брака. Потому что в этом случае ни о каком счастливом браке речи быть не может, в принципе. Наверное, мне хочется сказать главную вещь. Очень приятно, когда тебе делают предложение. Очень приятно, когда ты выходишь замуж по любви. Потому что в этот момент ты чувствуешь, что тебя признают. Мужчина признает твою ценность. Мужчина клянется тебе в своей преданности. Даже если это вдруг временное явление, даже если ваш брак впоследствии распадется, главное, что он сделал этот шаг, главное, что вы получили для себя уникальный, колоссальный опыт человеческих взаимоотношений, когда вы соединились как пара, которая приняла решение вступить в брак, потому что все-таки в этой церемонии очень много магии. Невероятное количество магии. Вот той же самой магии, которая происходит в момент зачатия. Когда яйцеклетка выбирает какого-то конкретного сперматозоида. Никакой попало туда может залезть, простите, она слишком избирательна. Поэтому такие разные получаются дети. Поэтому, дорогие слушатели, я желаю всем вам, чтобы вы берегли друг друга. Если вы уже в браке, устройте приятное своей женщине или устройте приятное своему мужчине. Окунитесь в эпоху, когда вы были в этом белом платье. Окунитесь в то волшебство начала ваших отношений, и, может быть, вы сможете как-то обновить свою пару сегодня. Если вы еще не сделали предложение своей женщине, своей девушке, подумайте, нужно ли вам на самом деле встречаться или жить вместе с этой женщиной. Или все-таки вы зря тратите ее время, и вам лучше уйти и найти кого-то другого. Цените друг друга, цените чувства друг друга. Дорогие мужчины, поймите, что ваша женщина с вами не просто потому что, а потому что она вас наверняка любит. А если она вас любит, значит, она хочет быть с вами всегда. И будет очень приятно, и самое важное, будет очень ценно и для нее, и для вас прежде всего, если вы решитесь перейти на эту ступеньку выше и занять уже иерархию не просто как партнер и как мужчина, а как человек, который действительно хочет быть вместе и пройти вместе этот долгий путь. Потому что свадьба, церемония брака – это не просто торжество, это не просто какие-то посиделки. Это очень старинный, традиционный, я бы даже сказала, древний ритуал, когда какая-то конкретная женщина посвящается какому-то конкретному мужчине, а этот мужчина посвящается ей.
Понятное дело, что мы живем в современном мире. Да? Вот у нас искусственный интеллект, электрокары, мобильные телефоны, компьютеры. Но надо сохранить что-то человеческое еще, пока оно еще не вымерло. Потому что когда начнут делать роботов-андроидов, я боюсь, что и женщины, и мужчины массово начнут делать для себя уникальных друзей, которые полностью могут заменить живого человека. В этом тоже есть какая-то определенная польза, наверное, для некоторых людей, да, и, может быть, очень интересно, но тем не менее. Помните, что для вашей женщины вообще свадьба, свадебное платье, предложение руки и сердца – это самая важная вещь. Это самая важная вещь, которая может быть в жизни у нее в вашем совместном опыте. Это точно то, что никогда не забудется. И, может быть, для кого-то из вас это действительно станет переломным моментом и поможет вам построить очень теплые, гармоничные, счастливые отношения, если они вдруг сейчас трещат по швам. Но если кто-то из вас ненадежный, безответственный человек, то, конечно, ни в коем случае не женитесь друг на друге, не выходите замуж. Не надо. Потому что брак – это тема все-таки ответственности. Абсолютно. Спасибо вам за этот чудесный час, который вы провели вместе со мной. Делитесь своими мыслями в комментариях, рассказывайте свои истории про белое платье, про брак, про свадьбу. Я с удовольствием их все почитаю. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим подкастом с теми, кому он действительно нужен. И обязательно попробуйте вспомнить или сохранить в своем сердце все, что касается свадьбы, свадебного платья, чудесного момента под названием «Я люблю тебя, будь моей женой» и ваших брачных клятв. Если у кого-то юбилей, а у меня через 4 дня годовщина свадьбы, сделайте приятное своему мужу или своей жене и скажите спасибо друг другу за то, что в это сложное время вы до сих пор вместе. И если вы до сих пор вместе, значит, у вас точно есть шанс. А с вами была Вероника Никитенко и наш подкаст «Поговорим». Возвращайтесь к нам снова. Пока-пока и до новых встреч.